Сейчас 3 часа ночи. Ты снова проверяешь телефон, снова читаешь старые сообщения, снова прокручиваешь в голове последний разговор, ищешь момент, где все пошло не так. И самый страшный вопрос терзает тебя изнутри. Почему я не могу просто отпустить? Марк Аврелий говорил: «Ты имеешь власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Осознай это и обретешь силу». Но почему же тогда вы все еще не свободны? Сегодня я открою вам то, о чем молчат психологи и что знали древние стоики. И предупреждаю, это видео изменит ваш взгляд на расставание навсегда. Позвольте мне рассказать вам историю. В Риме в 121 году нашей эры родился человек, который стал самым могущественным в империи – император Марк Аврелий. У него было все – власть над миллионами людей, несметные богатства, легионы, готовые умереть по его приказу. Он мог казнить любого, наградить любого, изменить законы одним словом. Но он не мог контролировать одно – свое сердце. Ночами в своих личных покоях этот великий император писал дневник, и там, между строк о государственных делах и военных походах, он записывал нечто очень личное. Люди, которых я любил, предали меня, люди, которым я доверял, покинули меня, и я все еще чувствую эту боль, хотя знаю, что не должен. Знаете, что поразительно? Прошло почти 2000 лет, Рима больше нет, империи больше нет, но эта боль, она та же самая. Сейчас я хочу, чтобы вы сделали нечто для себя. Остановитесь на секунду и ответьте честно, только себе, не мне. Сколько раз сегодня вы думали о нем? 3, 5, 10, 20? Сколько раз вы проверяли, был ли он онлайн? Сколько раз ваша рука тянулась к телефону написать сообщение, которое вы так и не отправили? А теперь самый страшный вопрос. Сколько раз вы мысленно прокручивали ту последнюю встречу, тот последний разговор, пытаясь понять, где, в какой момент, что вы сказали не так? Может быть, если бы вы сказали по-другому? Может быть, если бы вы не настаивали тогда? Может быть, если бы вы были спокойнее или, наоборот, настойчивее? Вы знаете, как это называется? Это называется тюрьма. Но не та тюрьма, где есть стены и решетки. Это тюрьма, которую вы строите сами. Каждый день, каждую ночь, из одних и тех же мыслей. Я встречал сотни людей. И почти у всех одна и та же история. Меняются лица, имена, обстоятельства, но суть всегда одна. Вы думаете, может быть, если бы я был лучше, красивее, умнее, успешнее, веселее, спокойнее, если бы вы не были такими требовательными или, наоборот, более настойчивыми, если бы вы больше давали или меньше навязывались. И вот что происходит. Вы начинаете искать доказательства своей недостаточности. Вспоминаете тот момент, когда он поморщился от вашей шутки, тот вечер, когда он был холоден, те слова, которые он произнес, как бы между прочим: «Ты слишком…» Что? Эмоционально, чувствительно, навязчиво, и вы берете эти крошки, эти осколки и строите из них целый приговор себе: «Со мной что-то не так». А потом приходит следующая мысль, и она еще хуже: «Что я сделала не так?» Вы становитесь детективом собственной жизни, пересматриваете каждое сообщение, каждую встречу, ищете ту роковую ошибку, тот момент, где все сломалось. Может быть, вы слишком быстро открылись, или наоборот, были слишком закрыты, слишком рано сказали о чувствах, или слишком поздно. И знаете, что самое мучительное? То, что он не отвечает. Вы пишете осторожно, легкое сообщение, ни к чему не обязывающее: «Привет, как дела?» Часы, сутки, 2 суток. Прочитано, но ответа нет. И каждый час этого молчания, как капля кислоты, она разъедает вашу уверенность, ваше достоинство, ваш покой. Вы начинаете придумывать оправдания. Он занят. У него трудный период. Телефон сломался, хотя вы видите, что он онлайн. А потом приходит другая мысль. Может быть, он с кем-то другим. И вот вы уже смотрите его соцсети, проверяете, кто лайкнул его фото, кто оставил комментарий, кто эта девушка на аватарке в его друзьях. Вы превратились в человека, которого не узнаете. А потом наступает самая темная фаза. Вы начинаете обвинять себя в том, что не можете отпустить. Почему я не могу просто забыть? Почему у всех получается двигаться дальше, а у меня нет? Что со мной не так, что я все еще цепляюсь? И вот здесь слушайте внимательно. Здесь вы попадаете в ловушку, потому что проблема не в том, что вы не можете забыть.
Проблема в том, что вы не можете завершить. Ваши друзья говорят: просто забудь его, время лечит, займись собой, и вы киваете, улыбаетесь, соглашаетесь, а потом возвращаетесь домой, ложитесь в кровать, и в тишине ночи все эти мысли возвращаются как волны. Почему он молчит? Что я сделала не так? Неужели все, что было между нами, ничего не значило? И самое страшное, может быть, если я изменюсь, он вернется. Вы не застряли в прошлом. Вы застряли в незавершенном диалоге с самим собой. В вашей голове идет разговор, который никак не может закончиться. Почему? Я не знаю. Но должна же быть причина. Может быть, если я... И этот диалог повторяется снова и снова и снова, как заезженная пластинка, как программа, которая зависла и не может завершиться. Сейчас я скажу вам то, что будет больно услышать, но это та боль, которая исцеляет как лезвие хирурга. Вы не можете забыть бывшего не потому, что любите его. Давайте будем честны прямо сейчас. Когда вы думаете о нем в 3 часа ночи, вы думаете о том, какой он замечательный, о его улыбке, о том, как вам было хорошо вместе. Нет, вы думаете о том, почему он не ответил, что я сделала не так, почему я недостаточно хороша, что во мне не так. Это не любовь, это одержимость незавершенностью. И вот что происходит на самом деле, и это больно осознавать. Вам не дали закрыть историю, вам не ответили на вопросы, вам не сказали почему, вам не дали шанса понять. Игнор, молчание, холодность, уход без объяснений. Знаете, что это такое? Это самая жестокая форма отвержения, потому что отвержение с объяснением – это больно, но это закрыто. Человек сказал: «Я ухожу, потому что…» И вы можете с этим работать. Согласиться, не согласиться, злиться, горевать, но двигаться дальше. Но игнор оставляет вас в вакууме неопределенности. И вот здесь начинается самое коварное. Наш мозг не создан для неопределенности. Он создан для того, чтобы находить ответы, закрывать паттерны, завершать истории. Психологи называют это эффектом незавершенного действия или эффектом Зейгарник. В 1920-х годах психолог Блюма Зейгарник заметила странную вещь в венском кафе. Официанты помнили все детали незакрытых заказов. Кто что заказал, кто еще не заплатил. Все до мелочей, но как только счет был закрыт, все стиралось из памяти мгновенно. Ваши отношения – это незакрытый счет, и ваш мозг будет возвращаться к нему снова и снова и снова. Не потому, что вы слабы, не потому, что вы не можете просто отпустить, а потому, что биологически ваш мозг запрограммирован завершать то, что начато. Представьте, вы читаете захватывающий детектив, убийство, интрига, вы на середине книги, напряжение нарастает, вы уже почти поняли, кто убийца, и вдруг кто-то вырывает из книги последние 50 страниц. Что вы будете делать? Вы будете думать об этой книге днями, неделями, месяцами. Вы будете прокручивать версии в голове. Может быть, это был Дворецкий, а может, жена, или вообще никакого убийства не было. Вы будете искать эту книгу в интернете, спрашивать друзей, пытаться найти хоть какую-то информацию о концовке, потому что вам нужна концовка. Не хорошая, не плохая, просто концовка. Ваши отношения – это книга без последних страниц, и ваш мозг отказывается закрывать ее, пока не получит ответ. Но вот где начинается настоящая катастрофа? Когда у вас нет ответа извне, вы начинаете искать его внутри. И что вы находите? Вину. Я недостаточно хороша. Я слишком требовательна. Я слишком эмоциональна. У меня низкая самооценка. Я всегда выбираю не тех. Со мной что-то фундаментально неправильно. И это самый жестокий обман. Вы знаете, что происходит? Ваш мозг говорит: если я не знаю, почему он ушел, значит, это как-то связано со мной. Если я найду свою ошибку, то я смогу это исправить. Но это иллюзия контроля, потому что вы думаете, что если проблема в вас, значит, вы можете ее решить. Можете измениться, стать лучше, исправиться, и тогда он вернется. Видите ловушку? Ваш мозг предпочитает обвинить себя, чем принять правду, что некоторые вещи вне вашего контроля, что иногда люди уходят не потому, что вы плохи, они уходят, потому что они не готовы, не способны, не хотят, и это не имеет к вам никакого отношения. Но принять это значит принять свою беспомощность. Это значит признать: я не могу заставить его любить меня, я не могу заставить его ответить, я не могу заставить его вернуться, и это невыносимо. Поэтому вы продолжаете искать проблему в себе, потому что это дает иллюзию, что ситуация в ваших руках. Но правда в том, что она никогда не была в ваших руках.
Сенека, великий стоик, потерял все. Богатство конфисковано, положение отнято, друзья предали. Его отправили в изгнание на холодный остров, где ничего не было. И там, в абсолютном одиночестве, он написал письмо своему другу. Иногда даже жить – акт мужества. Знаете, что он имел в виду? Что мужество – это не отсутствие боли. Мужество – это способность смотреть правде в глаза. И вот она – это правда, от которой вы бежите. Вы не можете контролировать его чувства. Вы не можете контролировать его выбор. Вы не можете контролировать его молчание. И это нормально, потому что проблема не в том, что вы не можете это контролировать. Проблема в том, что вы пытаетесь. Давайте копнем еще глубже. Потому что есть еще один слой, еще одна боль. И она самая скрытая. Когда он игнорирует вас, не отвечает, когда он холоден. Я недостаточно важна, чтобы хотя бы получить ответ. Я недостаточно ценная, чтобы потратили хотя бы минуту. Видите? Это не про любовь, это про ценность. Игнор говорит: ты не важен. Молчание говорит: ты не заслуживаешь ответа. Холодность говорит: то, что между нами было, ничего не стоит. И вот это режет глубже всего. Потому что удар приходится не в сердце, он приходится в самоощущение. Вы начинаете верить в то, что молчание транслирует. Если я была важна, он бы ответил. Если я была ценна, он бы не ушел так. Если я была достаточно хороша, он бы остался. И вот вы уже смотрите на себя его глазами, оцениваете себя его молчанием, определяете свою ценность его отсутствием. И это самая страшная ловушка из всех, потому что теперь ваша самооценка зависит от человека, который ушел. Послушайте меня внимательно. То, что он молчит, не говорит о вашей ценности. Это говорит о его способности или неспособности общаться. То, что он ушел, не говорит о том, что вы недостаточны. Это говорит о том, что он выбрал уйти. Это его выбор. То, что он холоден, не значит, что вы не заслуживаете тепла. Это значит, что он не может или не хочет его дать. Видите разницу? Проблема не в вас. Проблема в том, что вы приняли на себя его неспособность, его выбор, его холодность и сделали это своей проблемой. Хрисип, один из величайших стоиков. Когда его предал близкий друг, ученики спросили: «Учитель, как ты можешь быть спокоен?» Он ответил: «Я оплакиваю не предательство. Я оплакиваю ту версию реальности, которой никогда не существовало. Вы оплакиваете не бывшего. Вы оплакиваете иллюзию того, кем он мог бы быть, если бы все сложилось иначе». Хорошо. Теория — это прекрасно. Но вы хотите знать, что мне делать прямо сейчас? Вот 3 практики стоиков, которые работали 2000 лет назад и работают сейчас. Практика первая – дихотомия контроля. Письменное упражнение. Прямо сейчас возьмите лист бумаги, разделите на 2 колонки. Слева напишите, что я могу контролировать, а справа, что я не могу контролировать. В правую колонку запишите его чувство ко мне, его решение уйти, его молчание. Вернется ли он? Что он думает обо мне? С кем он сейчас? Почему он ушел? В левую колонку. Мои мысли прямо сейчас. Буду ли я проверять телефон? Напишу ли я ему снова? Как я проведу сегодняшний вечер? Буду ли я заботиться о себе? С кем я проведу время? Какой смысл я придам этой ситуации? Теперь самое важное. Марк Аврелий каждое утро смотрел на свой список и спрашивал себя: на что я трачу свою энергию сегодня? Если вы ловите себя на мыслях из правой колонки, остановитесь. Скажите себе: это вне моего контроля. Я возвращаюсь к тому, что могу изменить. Это не произойдет за один день. Но каждый раз, когда вы возвращаете себя из правой колонки в левую, вы возвращаете себе власть. Практика вторая – негативная визуализация. Это звучит странно, я знаю, но это одна из самых мощных практик стоиков. Стоики делали то, что кажется нелогичным. Они представляли худшее не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы подготовиться. Вот что вы делаете. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. И представьте худший сценарий. Он никогда не вернется. Он никогда не ответит. Вы никогда не узнаете, почему. Посидите с этим. Почувствуйте страх. Почувствуйте боль. А теперь спросите себя, что теперь? Если это правда, что дальше? Вы все еще живы. Вы все еще дышите. Вы все еще можете любить. Вы все еще можете строить жизнь. Вы все еще ценны. Знаете, что происходит? Когда вы принимаете худшее, страх теряет власть, потому что вы перестали бояться того, что может случиться. Вы приняли это, и оказалось, вы справитесь. Парадокс стоицизма. Когда вы перестаете убегать от боли, боль перестает преследовать вас. И третья практика, самая трансформирующая. Амор фати. «Возлюби свою судьбу». Ницше, вдохновленный стоиками, сказал: не просто терпеть необходимое, но любить его.
не терпеть боль, любить ее. Звучит безумно? Сейчас поймете, что если эти отношения закончились не вопреки тому, что вы хороши, а для того, чтобы вы встретили того, кто действительно вас увидит, что если его уход – это не наказание, а освобождение. Марк Аврелий говорил: «То, что препятствует действию, продвигает действие. Препятствие становится путем». Это боль, которую вы чувствуете сейчас. Она не разрушает вас. Она создает вас. Создает версию, которая знает себе цену, которая не будет умалять о крошках внимания. Вот практика. Каждый вечер перед сном скажите: «Я принимаю то, что произошло, потому что это ведет меня к тому, кем я должен стать». Это не значит, что не больно. Это значит, что даже боль имеет смысл, если вы решите его найти. Кстати, я подготовил для вас бесплатный гайд. 10 ежедневных практик стоиков для исцеления после расставания. Там детальные инструкции, примеры, ссылка в описании. Но вот что важно понять. Эти 3 практики работают. Дихотомия контроля возвращает вам власть. Негативная визуализация снимает страх. Амор фати дает смысл. Но есть одна вещь, которую они не делают. Они не закрывают главный вопрос. Тот самый вопрос, который не дает вам спать. Почему? Почему он ушел? Почему он молчит? Почему все так закончилось? И вот правда, которую нужно услышать. Вы никогда не услышите ответ от него. Никогда. Потому что либо он не ответит вообще, либо его ответ будет общими фразами. Так получилось. Мы не подошли. Мне нужно время. И вы останетесь с пустотой, с незакрытым вопросом, с гештальтом, который будет возвращаться снова и снова. Но что если вы можете услышать эти слова? Не от меня, не от психолога, не от друзей, а от него, его голосом. Те слова, которые вам нужно было услышать, чтобы закрыть этот вопрос навсегда. Представьте, вы слышите его голос, настоящий его голос, и он говорит: «Прости, что не отвечал на твои сообщения. Прости, что ушел молча. Прости за то, что ты голову сломала от мыслей о том, почему я пропал. Ты ни в чем не виновата. Это не было о тебе. Это было обо мне, о моих страхах, моей неготовности, типе личности. Ты заслуживаешь того, кто сможет дать тебе то, что я не смог. С тобой все так. Ты ценная, ты лучшая. Спасибо за все. И будь счастлива». Что вы чувствуете? Облегчение, закрытие, возможность выдохнуть. Стоики говорили: иногда разум нуждается не в правде, а в завершении. И вот что я понял, создавая этот канал. Ваш мозг не отпустит, пока не получит ответ. Но ответ – это не всегда правда. Ответ – это закрытие внутреннего диалога. Если вы все еще чувствуете, что что-то не закрыто, и приняли решение, что пора отпустить, то это тот самый инструмент, которого вам не хватало. Ссылка в описании. Марк Аврелий говорил: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Время уходит. Вы страдали достаточно. Пора закрыть эту главу и начать новую. Увидимся внутри».